Всем привет! Я нахожусь в местечке Гудванген в Норвегии, в очень пейзажном и красивом месте. Раннее утро, идет дождь, но это не помешает мне снять видео. Поэтому сегодня на протяжении всего дня я вам буду рассказывать, как же я стал дальнобойщиком, какие были со мной интересные истории. Ну, в общем, все пошагово, все по очереди, поэтому поехали. Выгрузка шла хорошо до почти последнего момента. Ну, здесь, конечно, вина была водителя-погрузчика. Поспешил он, и палет наклонялся. Можно было эту ситуацию спасти, и он все-таки упал. Поэтому продолжаю я, точнее, начну свой путь, с чего все начиналось. А вернемся мы в далекий 2010 год, где я получил С-категорию. Мне было на тот момент 18 лет, и я, как добросовестный гражданин, решил пойти в армию. Да, именно решил, не по повестке, никак. В общем, перспектива какая была? Что Е-категорию нужно было ждать аж 3 года, до 21 года. С 21 года у нас можно получать Е-категорию. До этого нужно было что-то делать. Без опыта брать никуда не хотели по С-категории. То есть был вариант в колхозе каком-то, там с-под забора взять машину там и ковырять ее, валяться, там получать зерно, мешок в месяц. Вот, поэтому я пошел в военкомат, говорю, когда, что. Вот, мне сказали, когда прийти, и пошел я служить в автобатальон. То есть я весь срок службы отъездил на грузовых машинах. Очень успешно. В общем, пришел я с армии зимой 2012 года. Еще год мне оставался до 21 года, чтобы пойти учиться на Е-категорию. Поэтому я продолжил работать по Беларуси на микроавтобусах, возил печеньки, конфеты, короче, всякую такую ерунду. И вот наступает 2013 год, я могу идти учиться уже на Е-категорию. Собственно, что я и делаю. Я начал учиться, и в этот период я знакомлюсь с хорошим человеком, у которого начинаю работать на бетономешалке с самозагрузкой Fiori. Очень интересная техника. Я быстро освоился и научился ею пользоваться. И так я проработал 1,5 года. В это время я был оформлен как водитель Е-категории. То есть, как бы в трудовую стаж уже шел. Такой, как бы и был замысел, потому что все равно я знал, что я иду дальше на дальнобой. Без этого никак. Мечты нужно исполнять. Значит, 1,5 года я отрабатываю, наступает у нас 2014 сентябрь. И я еду на первое собеседование в Минск. Поискал вакансии, где-то что-то почитал, посмотрел, какие фирмы. То есть... Привет, чувак, привет. Я искал. Может, он увидел, что камеры стоят, да решил поздороваться. А может, подписан на меня, откуда я знаю. Так, машина у меня буксует уже по дождю. Резина стала лысой со временем. Ну ничего, скоро поменяем мы колеса. Итак, проеду тоннель и продолжу. Значит, на момент прохождения собеседований официально по трудовой книжке у меня типа был стаж там чуть меньше 1,5 года. Вроде бы год и 5 месяцев выходило. Но все равно работодатели в то время требовали какой-то непонятно откуда-то опыт. 3 года, 5 или там опыт по Европе. В общем, приехал я в одну компанию, вот так вот поговорили. Он говорит, нет, мне нужен опыт там вот от 3 лет я беру. Я тогда не понимал, думаю, кто вообще, думаю, у тебя работает? То есть ты такие запросы какие-то делаешь. И где же брать этот опыт? Ну, в общем, я не стал много выбирать и пошел в проверенный Gentis Spedition.
На тот момент это была уже разваленная контора Gent Expedition на несколько колонн. Там первая, вторая, третья, четвертая, пятая. В первую, куда я поехал, это во вторую колонну. Она так и называлась, Gent Expedition. Я приехал туда, меня отправили к механику в первую очередь. И он мне там начал какие-то вопросы задавать по технической части. И, значит, я так неуверенно отвечал. Ну, естественно, что-то где-то не знал, где-то что-то пытался там отвертеться. В общем, мне предложили месяц идти работать на яму. То есть, ну, помощником слесаря. И потом, типа, на стажировку. Естественно, я отказался и собрался и уехал оттуда. То есть, это такая схема, она работала долго. Может быть, и сейчас работает, я не знаю. То есть, у них постоянный поток идет вот этой бесплатной рабочей силы в яме. Да, ну, как бы, принеси, подай, там, где-то что-то сольет масло. Все равно это человек, выполняющий какую-то функцию и работу. Ну и платят там копейки, то есть какие-то там за это, то есть слезы несчастные. И кто-то соглашается, идет реально вот таким образом, пробивал, раньше, по крайней мере, пробивался в дальнобой. Сейчас гораздо все легче и не нужно заниматься всякой херней. Ну и я не стал заниматься херней и поехал в пятую колонну. АПС, Автопромснаб Spedition. Я подготовился уже к вопросам, которые мне задавали на втором собеседовании. И там последовали точно такие же вопросы. Я все ответил, там что-то там про энергоаккумуляторы вопросы были, там про что-то там еще, в общем. Я поотвечал, все, говорят, хорошо, на условиях стажировки берем вас, то есть будет 2 стажировки на Россию и на Европу. Перед этим они, чтобы убедиться в моем опыте, позвонили моему директору, у которого я работал на миксере, и значит, уточняли у него, какой я водитель, что да как. Он им красиво напел, что я ездил на Россию, там возил сахар, в общем. Водитель от бога просто. Я за рулем, чтобы вы понимали, не сидел ни разу фуры. Вот. То есть, как в армии ездил на грузовиках С-категории, все, то есть на этом. С прицепом, с полуприцепом большими. Официально я не ездил. Ну, то есть там в армии тоже у нас было где-то прицепить какую-то кухню, где-то еще что-то перетянуть, проехать, то есть такое было. Но вот чтобы выполнять какую-то работу определенную, такого опыта у меня не было. И также они позвонили, получается, они попросили у меня 2 последних работодателя номер, чтобы позвонить, спросить, что я за человек вообще. Вторым работодателем выступил мой кореш, который сидел, ждал в машине. Он представился, а я до этого в промежуток маленький, пока не начал работать на миксере, работал по городу, хлеб, молоко там возил, то есть по району Слуцкому. Работал, то есть я в автобусном парке. То есть раньше он назывался грузовой автобусный парк, потом его сделали одним названием автобусный парк. И мой кореш представился начальником колонны, короче, этого автобусного парка, типа, где я работал. Они ему тоже какую-то фигню там поспрашивали, он сделал вид, покортил, что да, там ответственный человек. Ну, в общем, так, я думаю, делают многие. У кого нет опыта, но есть там по факту в трудовой что-то записано. То есть вот, никто ж не проверяет, на какой номер они звонят. То есть любой номер дал, голос уверенный, чтобы главное был, все, этого вполне было тогда достаточно. В общем, все, меня берут на работу. Я был просто счастлив, я не мог поверить, все, вот я скоро стану дальнобойщиком, у меня будет уже первая стажировка, то есть вай, как круто. Ну, реально, как бы, какая-то выполнилась моя мечта. И, конечно же, мне хотелось быстрее пройти стажировку, чтобы начать самому ездить. Пришло время, первая стажировка, я познакомился со своим наставником первым. Очень вполне адекватный чел был. И он меня сразу спросил, ездил ли ты на самом деле на фуре? Я ж с кирпичным лицом, да, то есть, ну, я не смог не сказать, что я не ездил вообще, я понятия не имею, как переключается эта мануалка, куда ее тыкать. До этого я только пытался где-то в интернете вычитать какие-то схемы, как же переключается мануалка. И да, в этой машине, которая была его, там была мануалка. В общем, я соврал, что я ездил все-таки за рулем и пропел ту же историю. Ну, знаете, откуда я знаю, что это за человек, как бы, с первого знакомства. Может, он меня сольет потом и скажет, да он вам наврал, и нигде он не ездил на самом деле. Поэтому я держался своей позиции. Я ездил, все, хорошо. Значит, едем первый день я за рулем не сидел, наступает второй день. Мы в России на 108-й, наверное, там объездная какая-то. В общем, помню, сочетание городов это
Ликино Дулево и Ореха Зуева. Это вот, по-моему, это 108-я объездная выходит. В час пик мы вышли купить сим-карты, чтобы у нас был интернет какой-нибудь. И он такой, ну что, садись. 5 часов вечера, час пик, куча движухи, пробки какие-то. В центре города находимся. Я такой, да, окей, четко, все. Мы меняем чипы. У него ж машина была 2013 года, то есть уже цифровой тахограф, все как положено. Меняем чипы, я сажусь. До этого день первый мне повезло, что я не садился за руль. Я хотя бы смотрел, как он переключает передачи. Как, что там, делитель, половинка, это все вот эти вот моменты. И вот я выезжаю в эту пробочку, движусь. Ну и там 2-я, 4-я, там 5-я, там максимально там тырк, как бы на месте я потыкал. Все, выехали пробку. То есть и первый, второй день, и мануалка у меня в руках лежала как с детства. То есть оказалось, ничего сложного нету. Он мне ничего, то есть, не рассказывал, я сам ехал и стрикал ее. С мануалкой, значит, разобрались, мы едем на Екатеринбург, мы периодически меняемся, то есть он вырабатывает смену, я вырабатываю смену. Ну, мы ехали по 4 часа, то есть, и менялись. Ничего сложного, едешь, я пока привыкал к машине, стараясь не подавать никакого вида, что я в первый раз сижу за рулем. Типа легенда была такая, что на Скане я никогда не ездил только на старом Мане, поэтому здесь все так круто, все так современно. В общем, да, там я где какие кнопки, конечно же, спрашивал, где что, вот. То есть в этом не было ничего такого странного. Все, мы едем на Серов на загрузку, и там был ключевой момент первой вот этой стажировки. Значит, загрузка на заводе металлом, там нужно ждать очередь, разные есть цеха загрузок. И вот на одном из цехов мы были в очереди, и он встречает, короче, там кума там или кого-то там, в общем, все там, здоров, братан, там, тара-та-там, они, короче, лясы точат, и наступает наша очередь заезжать в ангар. Там такой невидимый угол, и в темноту, то есть, как бы нужно заезжать. И он такой, давай там, слушай, Федя, иди припаркуй. Подъедь типа под загрузку. И на него такой кум этот: а слушай, он стажер, что, он справится, может, сам заедешь? И здесь прозвучала, я так думаю, такая ключевая фраза. Он говорит: да нет, ты что, он уже с опытом, он справится. И я такой: ага, обосраться я не могу. Все, я сел аккуратненько, давай там ехать, вспоминать игры дальнобойщиков, в которые я играл на компьютере. И я успешно, не спеша, аккуратно заехал в этот ангар. С тех пор проблем с парковкой у меня не возникало. Значит, все, больше в этой стажировке ничего интересного не было. Мы возвращаемся в Беларусь. Он пишет, что все хорошо, как бы он готов работать один, но, так сказать, руководство решило иначе, и меня все-таки отправляют на вторую стажировку. Здесь, конечно, это был просто цирк. Я постараюсь вам рассказать покороче. В общем, наставникам мне дают деда, такого конкретного деда. Я не знаю, сколько ему лет было на тот момент, лет 60, может больше даже. В общем, ветеран труда в АПСе, все дела. У него также новая Scania, новый прицеп шторный. Рейс у нас предстоял точно такой же, только с одним исключением. Первое, у нас было 2 выгрузки. Одна выгрузка в Челябинске, вторая в Екатеринбурге. Мы с ним знакомимся, он мне просто с первых минут говорит, что матом не ругаться, не пить, не курить. В общем, я попадаю в такую маленькую казарму. Значит, немножко отмотаем назад. Когда садился я к первому наставнику, мы вместе заехали в магазин, купили похавать, все дела. Как бы я здесь думал, будет то же самое. Но нет, как оказалось, каждый сам за себя. Хорошо, что у меня была с собой вилка и миска. Значит, потом все дальнейшее наше с ним путешествие двухнедельное мы питались с ним по отдельности. Но не в этом весь прикол этой стажировки. Значит, выехав из Белоруссии, выдвинулись мы в сторону, естественно, России.
Первый день, второй день, там третий день, четвертый день. Подъезжаем мы там к этому Челябинску. И что вы думаете? За рулем я не сидел ни разу. От слова совсем. Он валил в 2 чипа. То есть реально он выезжал свои 9 часов и выезжал мои 9 часов. Вот вы прикиньте это вообще. Я не знаю, чем он руководствовался. Беседа у нас с самого начала, то есть никакая там не ладилась. Мне, в принципе, что-то спрашивать было уже неинтересно, потому что мы ехали по точно такому же маршруту, на точно такой же машине. Я вообще, конечно же, был против этой стажировки. Но то, что я был против, это, естественно, никого не интересовало. И, в общем, он так вот до Челябинска едет в 2 чипа. Я просто вообще сбоку сижу в шоке. Просто в полном. Ну да ладно. Здесь произошел такой очень интересный момент, что вообще, в принципе, на момент 2014 года я даже не мог подумать, что такое может быть. При подъезде к Челябинску начались везде вывески, то есть объездная Челябинска. Начались везде вывески с номерами телефонов. Конвой, сопровождение. Значит, я не спрашиваю, что это за номера, то есть мы не разговариваем, в принципе. Он останавливается на такой стояночке небольшой, начинает звонить, и приезжает сопровождение, которое должно нас сопроводить на СВХ, то есть на таможню в Челябинске. Мы на этой же таможне должны были и выгрузиться. Я начинаю в голове гонять, думаю, какое сопровождение, какой конвой, что за бред вообще. Значит, 500 рублей стоила эта функция. Приезжает 9, старая 9 такая, Жигули, тонированная в хлам. И до меня доходит, что это обычные, блядь, бандосы. В 2014 году в центре России, вы прикиньте, Челябинск, приезжает 9, чтобы вас сопроводить. И я же думал, ну и что, хорошо. Если же никому не звонить и ехать, неужели что-то может быть? Как мне потом рассказали ребята, что да, и было, и не раз. Значит, в чем суть? Вот мы когда ехали, нас сопровождали, это был уже вечер, темнело в Челябинске, и я такую штуку увидел. Он проезжал, то есть машина ехала, это перед нами 9, и в один момент стояла на обочине зарыганная 6. Она вообще просто ужаснейшая такая, знаете, с одной горящей фарой, она также тонированная в хлам просто. И эта 9 моргнула ему, тот моргнул ему, все, мы разъехались, и нас повели уже на таможню. И я понял, что вот это одна из контрольных машинок. То есть они смотрят, кто едет без конвоя этого, без сопровождения. Ну и там как-то они уже разговаривают. Как разговаривают? Вы приезжаете на СВХ вечером, ворота закрыты, вы стоите под забором. Вечером у вас пробиты колеса, разрезан тент, возможно, украден груз, слитая солярка. Даже был случай спаленный прицеп. То есть, да, это все реальные случаи из Челябинска, которые были когда-то. То есть, я не знаю, мне кажется, на сегодняшний день там происходит то же самое. Кто в курсе, кто в теме, напишите в комментариях, будет интересно почитать. И вот, то есть, вы оплатили 500 рублей, вас ввели в Челябинск, все, потом за выезд вам уже платить, получается, не надо. Насколько я тогда понял. Потому что с тех пор потом, и да, если вы просто едете по объездной, то вам также не надо там ни за что платить. То есть именно сам въезд в Челябинск, вот на таможню, вы должны заплатить 500 рублей бандосам, чтобы вас безопасно провели до таможни. Вот так вот вам. 2014 год. Да, тогда же мне, так сказать, старожилы дальнобоя рассказывали, что в сторону Мурманска там ставки гораздо больше. Вроде бы на тот момент было 2500 нужно было платить. Вот. То есть точно так же, такая же схема, только в 5 раз дороже это все стоило. То есть на каком-то участке маршрута я в Мурманск не ездил, просто это то, что я слышал. Все, мы в Челябинске выгрузились, поехали в Екатеринбург, тоже выгрузились. И так же само едем в Серов за металл. В это время, это уже было у нас район 20-х чисел октября,
начинается жуткий снег. Просто он валит стеной. Мой же этот наставник также валит по 2 чипам. Он не парится, я за рулем не сижу, я сижу в телефоне. Играю там в Тетрис какой-то там или во что-то, я не знаю, что я делал. Я с ума думал, я сойду, у меня болело все. Сидеть я сбоку не выношу, но здесь я сидел просто колом. Ну да ладно, хотя бы было в окно можно посмотреть, и то хорошо. Приехали мы в этот Серов, а никого не загружают. Никого не загружают, значит, из-за того, что куча снега. То есть загрузили машины, которые там были, их выгнали, и их даже не выпускали, им не отдавали документы, так как дорога из этого города там в направление, в центральное направление в Москвы, то есть было засыпано снегом. Все, никто не ехал. Мы простояли, я не помню сколько там, дня 3, наверное, 4. Снега была куча, просто почти по двери. Расчищали там. В общем, веселуха была. Для меня тоже такое было что-то дикое. То есть октябрь, вы что, прикиньте. Ну, это как бы Серов этот считается, я не знаю, Урал это или это Зауралье уже получается. Ну, это дальше Урала, скорее всего. Это больше, ближе какая-то там тайга какая-то, я не знаю. Ну, вот, в общем, далеко. 4000 километров выходит от Беларуси, от Серова этого. Если мне память не изменяет. И вот, наконец-то, погода немножко успокоилась. Нас загрузили. И мы отправились в сторону Беларуси. По-прежнему я за рулем не сижу. И дал он мне проехать только на подъезде к базе последние 150 километров по Беларуси. Вот, я просто счастливейший был, что мне дали хотя бы проехать. Ну, конечно же, я шучу, я вообще, честно, я не хотел даже садиться и за руль ни разу в его машине и вместе с ним. Все, хорошо, что закончилась эта стажировка, отлично. Я был очень рад, что она закончилась. Едем дальше. Следующая стажировка на Европу. Мне дается новый уже, 3-й получается, это такой, так сказать, наставник. Ну и здесь тоже сразу я в первые 5 минут общения понял, что стажировка будет так себе. В общем, чтобы вам было понятно, это был наставник, был такой типа корчащий из себя дальнобойщик. Вот что-то в этом роде. Короче, я так предполагаю, не предполагаю, а по его биографии, там где-то что-то, когда я там видел, проскакивало, что просто чел дорвался с колхоза, с трактора, дорвался до фуры, и вот это он уже корчит себе крутого хлопца. Ну да ладно, в общем, я от него ничего нового не узнал, не услышал. Про Европу мне больше рассказывал первый мой самый наставник, с которым мы по России ездили. И там такой интересный момент, он мне рассказывал про Польшу, что там есть такие узкие кольца, нужно их проезжать там хорошо, не касаясь бордюров, чтобы там не привлекать внимание поляков, там полиции и так далее. Я это запомнил. И с этим мы въезжаем в Польшу. Ладно, немножко на границу отмотаем. Прохождение границы, я думаю, сейчас мне расскажет, что-то там покажет, как, где, что. Нет, он просто начинает носиться галопом по Европам, я бегаю за ним. Он проходит границу, я вообще ни разу не понял, что он сделал, где, куда, кому, какие документы и в какие окна. Я такой думаю, ладно, окей, едем дальше. Значит, Польша, заезжаем в Польшу, первый маленький городок, он просто валит вообще все бордюры, по всем бордюрам прыгает. Я такой думаю, о, нормально, уровень хороший. Значит, у нас был рейс в Германию. Ну, я, конечно же, первый въезд мой вообще в Европу. Я по окнам, по сторонам, все интересно, все круто, конечно. Мы приехали в Германию, выгрузились, и нам же в Германии дали загрузку. Значит, мы поехали, загрузились ноутбуками. Вроде бы. В общем, чуть-чуть, наверное, меньше, чем на один борт было груза. И вес легкий. Груз был там на Москву, по-моему, или на Питер. Моя же задача была, меня довезут, то есть просто до Беларуси, я уже в Россию бы не поехал. Но, что происходит? Отъехав там километров 800, наверное, от этой загрузки, звонит диспетчер ему и спрашивает, а где твой паспорт? А этот такой хоп-хоп-хоп, а паспорта и нет.
В чем суть? На загрузке, чтобы загрузиться, требовали паспорт. И нужно было одному водителю, и это был типа он же крутой, он главный, он наставник. Он дал свой паспорт, и он его хрен забрал обратно. В общем, начинают все думать и решать, как же, что поступить. Значит, приняли решение, будет там ехать машина какая-то там, мимо там, потом заберет, потом как-то ему передаст. Но эта машина должна ехать дальше. И указ идет такой, что дальше едет стажер один. Я был реально очень счастлив. Я думаю, отлично, супер, просто круто. Мы доезжаем до Польши. Значит, задача была высадить его в Польше. По-моему, я не помню в каком городе. Там был сервис Scania. И типа там он будет ожидать эту машину несколько дней. Ну, то есть какой-то сервис Scania, который был повязан с АПСом. Этот же еще умудрился слить солярки. Да, там моя сэкономленная солярка, вот там все, там что-то слил, там несколько этих канистр, продал там этим полякам. Я смотрел на этот ужас, думаю, какая дичь вообще, что это такое? Ладно, короче, хер на эту солярку. Он мне оставил там, типа, мне солярки должно хватить до первой заправки в Беларуси. Ну, окей. Все, я радостно сажусь один и мчусь в сторону границы. Думаю, как я буду проходить границу, я же ничего не соображаю. Все было очень просто. По рации выезжал перед границей, там недалеко, километров 20, выезжал такой же АПС. И я попросил, говорю, слушай, я первый раз, давай, я за тобой с документами, это самое. Он, да, все, без базара, без всяких лишних вопросов. Так и происходит. Я становлюсь за ним в колейку, мы заходим на границу. Я за ним же так и иду со своими документами, что куда, это зачем, там, туда-сюда. Все. Я сразу понял, что, где, как, куда, где там эта экспедиция, зачем. То есть, что означало пройти самому с документами в руках. Все, отлично. Значит, у меня бак топлива на нуле. У меня доехать до первой заправки. Доезжаем мы, со мной дальше ехал этот коллега, с помощью которого, за которым я проходил границу. Мы приезжаем на первую заправку от границы, закрыто на техническое обслуживание. Ну, отлично, ладно, едем дальше, там километров нужно было проехать, я не помню, километров 50, может, или 30, в общем, что-то в этом роде. И у меня глохнет просто в один прекрасный момент на одной из колец. У меня глохнет машина, у меня закончилась солярка. Ночь на дворе, в общем, начинается вот этот кипиш. Надо было поднять кабину, мы залили солярки, остановились еще пару джентиков, там разных этих самых колонн. Все, помогли мне, значит, закачали мы солярку. Все, я доехал до заправки, отдал назад там эти 40 литров этому водителю, то есть бак залили. Все, я заправился, отлично. Доехал до базы. Значит, иду сдавать там документы, все дела. Ну и должны мне сказать, что уже, то есть дальше. Я, естественно, то есть рассчитывал, что дальше я еду уже один, никаких стажировок. И тут мне просто заявляет диспетчер, что, слушай, еще скатаешься на одну стажировку в Европу. И я просто четко, я был злой, во-первых, я четко ответил, либо я еду один, либо я сейчас просто тупо ухожу. И все. Все. Тема была сразу закрыта, мне закрыли стажировку и сказали, все тогда, окей, едь домой, жди, мы тебе позвоним и, сообщим, что дальше, куда ты поедешь.